Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. В предыдущем ролике я говорил, что если соберется 50 лайков, то я что сделаю? Верно. Я соберу антимага через охотников и соединю это все мантией короля, чтобы получилось так, что антимаг у меня получился охотник-антимаг. Не, ну охотник-антимаг это на самом деле такое зверское сочетание. Прям, ну, диву даешься. Надеюсь, у меня получится вам показать, насколько это мощно, но на момент записи текущего ролика там 36 лайков. Соответственно, в правом верхнем углу экрана появится у вас подсказка. Вы по ней перейдете и доставите эти недостающие 14 лайков. Я на это очень надеюсь. Поэтому, ребят, переходим, ставим лайки. И на текущий ролик, что я хочу сказать. Если под текущим роликом соберется 50 лайков, я запишу синергию нежити через Керри Траксу, либо же через Керри Моэрту, либо же через Керри Спектру. То есть, в общем, будет целая концепция, это синергия нежити. Поэтому, ребят, напомню, 14 лайков переходите, доставляете, помогаете мне, соответственно, с развитием канала. А под текущим 50 лайков, и я, соответственно, выпускаю синергию нежити. Все зависит от вас. Про гоблинов-мехов, ребята, я помню. Прекрасно помню. И, возможно, эта каточка будет, соответственно, не охотники и антимаг, а будет это, скорее всего, гоблины-мехи. Но посмотрим, как оно будет идти. У меня, к сожалению, ничего не совсем... О, ну, охотники мне прям тут со старта пришли, как вы видите. Еще, кстати, сейчас, секундочку, я все сделаю, а потом уже как бы перейдем ко всему остальному. Так. Мне как бы со старта охотники пришли. Но я пока что не буду охотников брать со старта. Может быть, реально получится гоблинов мехов. То есть посмотрю сейчас первые пару раундов. Или может распродать все. Или распродать все и купить охотников. Не, я, наверное, пока лустрика оставлю. Не, ну мне охотники идут, все, тут по-любому нужно брать охотников. Я сожалею в том, что только что не купил там охотников. Вот сожалею. Не, но вот таким вот образом тут 100% будут охотники. Так как мне со старта вот так аж пришло, то это 100% будет охотники. Я даже, наверное, сейчас пока что через лустрик это все сделаю. Ну, все, ну, тут вы сами видите. Вы все прекрасно сами видите. У меня сейчас пришли охотники. Ну, на втором раунде мне почти все охотники пришли, если не все. И у меня что-то из головы вылетело. На втором раунде у меня пришло 3 охотника. Или это на первом раунде мне пришел 1 охотник, а на втором раунде мне пришли 2 охотника. Короче, не помню. Вылетело из головы. В общем, это будут охотники. Так как они реально идут. Я это заметил. Первые 2 раунда, точнее, не первые 2 раунда, это второй, третий раунд. Понял. Удача закончилась. Ну ладно. Ничего страшного. То, что удача закончилась, это еще как бы ни о чем не говорит. Я, кстати, возьму уровень и поставлю снайпера. Как-никак, но поменьше всего хп сэкономлю. Ой, поменьше всего хп сэкономлю. Боже, что я несу. Постараюсь как можно меньше хп сэкономить. Чтобы я поменьше получал по лицу. Чтобы поменьше получать в табло. Кстати, там кто-то ниже даже собирает. Обалдеть. Не, ну, когда у вас когда вы хотите вот сыграть на охотниках, и вам сразу падает гномья брошка, плюс у вас есть снайпер, это много вас стоит. Ну, чувак, кстати, 2 Марси, это плохо. Он, возможно, может собрать себе синергию кунг-фу, и он будет разваливать, будет здоров. Не дай бог, он его соберет в двойку. Это будет еще та проблема. Это еще такая сдос в заднице будет. Ух. Ух. Не, ну, помните, я говорил вначале, что это будут охотники? Раз медуза пришла, то это значит, что правильно, это будут охотники. Я сейчас, кстати, вот так вот распродамся. Не получится. Я на мгновение подумал, что я сейчас лучше распродамся. И возьму себе 6 уровень. Возьму 6 уровень. Поставлю 3 охотников, чтобы с 3 охотниками чувствовать себя намного увереннее. Но что-то как-то, ну, такое. Я, кстати, наверное, из расширенного пула возьму охотников. Надо взять охотников из расширенного пула. Может, у меня получится ранних 6 охотников собрать, и я на винстрик выйду по итогу. То есть не буду через винстрик играть, а поиграю через винстрик. Можно было бы, конечно, 2 трентов еще взять. Я бы их апнул через друиды и поставил. Это был бы неплохой такой танк, но смысл от этого? Смысл от этого? Я думаю, особого смысла здесь нету. Вот именно нету смысла от 6 охотников, ой, точнее от трентов. Потому что у меня будет стенка. То есть, как-никак, у меня будет орк-охотник, как стенка. Кто еще?
Бруда, может быть, придет, это тоже будет стенка. Ну вот, я нормально сейчас по хпшке немного сэкономил. Я 2 фигуры противника своего уничтожил. Было бы у меня 3 охотника, либо же 6, то я бы уже уничтожил там полстола. Я, кстати, наверное, попробую предмет перековать. Жалко, конечно, что не пришел нормальный предмет. Да, я рассчитывал на то, что мне придет палка. Но палка решила не прийти, поэтому пришло что-то другое. Что-то иное. Ну ладно. Кстати, кто интересуется моим здоровьем, сразу скажу, оно перешло из состояния плохое в более-менее. Следующее состояние нормальное. И, кстати, я хочу сказать, что ролики будут выходить, если что, с задержкой. Потому что я стараюсь как можно больше спать, высыпаться и подлечиться как можно быстрее. Как вы могли заметить, то разница между голосами предыдущего ролика и текущего ролика, ну, я думаю, существенна. Потому что тут я хотя бы могу эмоционально все говорить. Единственное, что да, он иногда хрипит, как вот сейчас, но это уже такое. Это уже такое. Не знаю, брать ли 6 уровень или не брать. Но вообще, если мне придет 6 охотник, то я думаю, лучше всего взять 6 уровень, поставить 6 охотников и кайфовать от игры. Да, тренд мне в этой игре идет, будь здоров. Я, кстати, лучше в деньги выйду. Да, я, наверное, лучше сначала выйду в 50 монет максимально быстро, а потом уже буду там доставать, ой, доставать, я говорю, докидывать свои фигуры, не докидывать фигуры. То есть постараюсь сделать это максимально эффективно и максимально надежно. Вот что я хотел сказать. Да, я буду сначала брать уровень, когда выйду 50 монет. После того, как выйду 50 монет, естественно, дальше пойдет контент. Для моей синергии через антимага что мне надо? Мне надо следующее. Мне нужно... Чтобы антимаг в двойку пришел. И чтобы мантия короля мне пришла довольно-таки быстро. Так, в 30 монет пока выйду. Ну вот, кстати, к 10 раунду у меня довольно-таки много денег будет. Единственное, что сейчас будет последний раунд, 9, а потом будут мобы. И, кстати, там чел играет через ведьмаков, зверей. Короче, по старому билду ведьмаков. Помните, когда раньше собирали зверей, собирали террорблейда и делали через друидов ранних троек. Вот это я забуксовал. Троек ТБшек. Вот. И чел там хочет попробовать эту синергию сделать. Интересненько. Интересненько. Получится ли это у него? Вот Айка. Он хочет сделать, как по старинке делали. Когда ТБ был в мете, собирали зверей, делали максимально много друидов. Ну, как максимально много? Это брали инчу, брали лон-друида, ставили рядом с ТБшкой, ТБшка перевоплощался и перевоплощал одну из фигур в тройку сразу. То есть, даже если он у вас двойку, он сразу ее в тройку перевоплощал. И это на самом деле работало. Плюс там урон добавлялся. Так что, в принципе... Зачем ты кабана стреляешь? У тебя чел меньше, чем с половиной хп. Зачем ты этого кабана трогаешь? Ты снайпер бесполезный. Бог ты мой. Боже, вот этот дед меня иногда просто бесит. Ну вы сами видели только что. Чел был на лоу хп. Он в него не стрелял. Он стрелял в кабана. Зачем? Не, я понимаю, что он охотник, я понимаю, что он хочет за дичью там похочется, все такое, но в данный момент не он охотник на дичь, а он дичь. Ему надо было дострелять этого орка-охотника. Нет, он не захотел его достреливать. Падло ты такое. Криворучка, кривоножка. Я, кстати, даже не уверен, что я смогу мобов затащить. Вот если объективно судить, то я не совсем уверен, что я смогу мобов затащить. Я верю, конечно, в свой билд, но не на 100%. Если бы на 100%, я бы вообще... Лапки кверху и погнали. Нет, нет. Затащу. Смогу. Живу. О, цепочка реализовалась. Получается, цепочка не такой уж и бесполезный предмет. Так, дальше становимся на лустрик. Дальше выходим в денежки. Оу май, молнии. Молния это хорошо. Кстати, цепочку сейчас скипну. Цепочка мне не нужна. Вот это, кстати, неплохой предмет.
Это неплохой предмет ни в коем случае. Я, кстати, снайпером пожертвую. У меня в любом случае идея это играть именно через антимага. Поэтому плевать. Плевать на этого снайпера. Да, если бы он собрался в двойку, кто-то сказал бы, ну, он бы тащил бы у тебя. А я скажу следующее, он мне вообще в целом не нужен. Кстати, минус то, что здесь есть убийца. С убийцами будет у меня проблема. Будет проблема, потому что вряд ли я смогу адекватно тащить. Все-таки антимаг это тот чел, который уничтожает челов, у которых есть мана. А вот у этого убийцы много челов без маны. То есть у него уже как минимум 3 персонажа, у которых нет маны. Да. Ну, кстати, я вот сейчас почти 7 взял. И скажу следующее. У меня 64 хп, почти 7 уровень, и у меня есть 5 банок. По банкам, конечно, маловато. Но лучше, чем ничего, правильно? Правильно. Надо будет только посмотреть, сколько они мне восстановят. Мне аж интересненько. Интересненько, сколько они мне восстановят. Кстати, в этом ролике я делаю билд на бруталити гварда. Видите, я не побритый сегодня. У меня пока что на самом деле времени просто нету даже на побриться. Вот кто-то скажет, да что там, пошел, 10 минут побрился, все дела. Ребят, я лучше посплю больше. Я и так пытаюсь высыпаться по максимуму, потому что мое состояние здоровья заставляет желать лучшего. Серьезно. Поэтому пока что вы будете видеть билд Brutality Guard. Но я думаю, многие не против. Кстати, я не знаю, либо поролиться на 7 уровне, найти себе 6 охотников уже, либо же пытаться ролиться на 7 уровне. Может, мне повезет, и мне придется как надо, либо же мне не повезет, и мне не придется как надо. Кстати, там цветы собираются, вот проблема. И бои-орки, скорее всего, будут. Еще одна проблема. Да. Будет прикольно, если мне АМ в двойку придет. Вот это вот будет реально прикольно. У меня 60 хп. В принципе, пока что еще все терпимо. Пока что еще все терпимо. Так, ну что, дети, вы готовы? Сейчас будет контент. Кого я опасаюсь вот здесь больше всего? На самом деле, пока что всех. Всех опасаюсь. Стол у меня довольно-таки слабый. И если в моменте мне не повезет, то меня так распердолят, что это просто... Ух! Вы такого даже в жизни не видели. Никакой интернет-ресурс вам такое не покажет. Но, кстати, смотрите, как я неплохо сейчас себя по хпшке сэкономил. Всего лишь 2 фигуры у моего противника осталось. Минус 3 получил. Так, все, охотники пошли приходить. Я пока что буду брать все-таки уровень. Мне нужен минимум 8. Как только у меня будет 8 уровень, то все будет замечательно. Я, кстати, наверное, сделаю себе посильнее немного стенку. Пусть у меня немного больше дальнего боя охотники побьют. У меня сейчас на самом деле довольно-таки идеальный лустрик. Я максимально, минимально получаю. Это первое. Второе. Не, ну, такое, короче. У меня есть баночки. 5 штук всего лишь. Да, это реально тот чел, который... Чел хочет сыграть через террор Блейда по старой версии. То есть, когда раньше он был в мете. Интересно. Но я думаю, у него не получится это сделать. Скорее... Отвали, Фурион, ты со своими пеньками. Боже, ты мне сейчас на лицо высрешь сколько? Минус 9? Спасибо тебе. Сирун. Это не Фурион, это Сирун. Запомните. О, кстати, Бруда пришла. я ее купил интуитивно, даже не понял, что она пришла. Возьмем 8 уровень. И поставим 6 охотников уже. Все. Погнали. И вот так вот еще сделаю. Ля. Да, кто-то сейчас напишет мне в комментариях. Да ты там из денег вышел, все дела, все такое. Ребят, я вышел из денег чисто из-за того, что я хочу 8 уровень взять. Да, я лучше потерплю немного. Лучше немного потерплю. Без денег, но зато у меня будет призрачный шанс, что мне придет легендарная фигура. Хотя на легендарную фигуру я не рассчитываю. Я больше рассчитываю на то, что ко мне М придет. На М у меня сейчас будет сколько там, по-моему, 10% шансов. 15% шансов, сори, забыл. 15% шансов у меня будет сейчас на М. Поэтому
Я надеюсь, антимаг ко мне придет в двойку. Не придет антимаг в двойку, боже, я его буду проклинать до конца игры. Но я надеюсь, что все-таки придет. У меня есть призрачная надежда. Наныл. Наныл. Я наныл. Та-та-та. Все, антимаг есть. Так, меньшая часть окончена. У меня, конечно, стол вообще идеальный. Посмотрите, сколько единиц. Я, наверное, все-таки лустрик поставлю пока что. Маска. Лук. Но мне это все не надо на самом деле. Ну, колечко, кстати, было бы неплохое. Жалко, я не могу поставить сейчас 6 охотников и выйти в лустрик до сих пор. Это было бы кайфово. Ой-ой-ой, какая обида. Там Челгорнов поставил. Короче, убийцы для меня сейчас самые опасные. Потому что, во-первых, у него есть горн. Да, кто-то скажет, так у тебя же есть охотники, ты этот горн быстренько сотрешь порошок. Ребят, к сожалению, так это не работает. Я, кстати, давайте рискну. Ну, рискну, попробую. О, да! Ну что, ребята, вы готовы? Сейчас будет контент на 150%. Такого вы никогда в жизни не видели. 16-й раунд я мантию наролил. Нормалек, нормалек. Я думаю, сейчас там пацаны будут в шоке. Не знаю, ну, хочется пока что попробовать на лустрике. Я хочу все-таки попробовать найти в двойку своих персонажей. Пока что как-то так сделаю. У меня 3 охотника есть, мне этого достаточно. Либо же, если сейчас я жестко буду проигрывать, то я все-таки я выставлю 6 охотников. Ну, доп тычка где? У меня даже клевер есть. Тычка, тычка, ты... У меня, кстати... Кстати, хотите рофл? В правом нижнем углу экрана показывает то, что у меня 3 предмета. А по факту у меня 12 этих эссенций. И кто-то, кстати, в комментариях мне писал, что если ты будешь играть в лустрике, то банки во время боя заюзать нельзя. Напишите мне в комментариях, действительно ли это так. Кстати, все. Все, контент пошел. Аж 18-й раунд, а ему двойку с нужными предметами. Вот это сейчас кайфули будет. Кайфули. Ну что, ребята, готовы? Короче, на вопрос мне в комментариях все-таки ответьте, потому что это меня в действительности волнует. Эссенция жрецов не работает во время боя? То есть во время боя я ее юзнуть не могу? Если это так, то это полный бред. Кстати, тик-тик. Ну чё, как вам? Как вам это было? Просто меньше, чем за секунду. Сколько там юзнулось скиллов? Это прикиньте, у меня еще нету аганима. Как только будет аганим, то все. Я, кстати, знаете, что буду делать? Я, наверное, буду брать все-таки уровень. И пока беру уровень, буду пытаться ведьмаков ролить. Да. Я поставлю еще билд ведьмаков. Это знаете для кого? Это для тех ребят, которые будут играть через какой-то физ-деф и тому подобное. Хотя у меня есть магический урон, но все равно. Мало ли. Вот, кстати, ведьмак через зверей довольно-таки неплохо сейчас живет. Но, как я уже сказал ранее, я более всего опасаюсь, это убийца через горн. Почему я его так сильно опасаюсь? Это из-за того, что есть горн. Я его могу не успеть убить. Какая красота. Боже, мне не хватает теперь аганима и посоха 3-го тира. Ну и на всякий случай, мне не хватает гиперстон. Мне нужен гиперстон. Это кристалл призрака 3-го тира. Блин, ну так у меня нежить. Не, ну только если заменить вот этого вот коня сейчас на Муэрту, то в принципе будет норм. Вот так вот сделаю. Мне не нужно ставить нежить, так как это только по мне даст в карю. Можно, кстати, поставить одного орка сейчас. $150 хп лишними не будет. У меня, кстати, 12 баночек. Я надеюсь, за 12 баночек я себе восстановлю кучу хп. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А как оно будет в реальности, это мы проверим
Как там говорится, я Конор, и мы это сейчас будем проверять? Только в моем случае я Гвард, и мы будем это сейчас проверять. Боже, как вы Вы посмотрите, сколько тычек он нанес. Обалдеть. Ух ты, еще и ТБшка пришел. Так, шар бездны. Магов здесь, ну, есть типа магия. Есть типа магия. Но не буду я делать. О, не, ну цепочка тоже неплохой предмет. Кстати, все вот эти предметы, которые мне упали, они хороши, кроме медальона. Медальон мне сейчас не нужен, но, в принципе, я этот медальон могу орлянуть. В принципе. Нужен ли мне ТБ в двойку? На самом деле, ТБ в двойку, я не думаю, что это будет ошибкой. Я в целом думаю, мне нужны ли эти 150 хп. Ой-ой-ой, какой там ТБ. Там у человека с ником Айка огромный ТБ. У него отличные предметы для ТБшки. Ему не хватает сейчас еще одного персонажа, и он сделает себе кучу всего. Кстати, у меня было 22 хп, я сейчас... Так, напишите мне сейчас в комментариях. У меня было 22 хп, сейчас у меня стало 66 хп. Сколько за 12 баночек я восстановил хп, это первое. И второе, сколько получилось в среднем за баночку. Ну, как по мне, неплохо получилось. Ну, кстати, ТБшка пришел. Боже, я обожаю этого эмо под охотниками. Это просто развал. Погнал, 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 погнал. Вообще плевать ему. Ну, кстати, я так понял, на иллюзию ТБ не работает скилл эмо, потому что только что нанеслось несколько тычек, а ульта не юзнулась. То есть, похоже, в действительности это так работает. Кстати, знаете еще в чем прикол? Ну, по крайней мере, я это заметил, когда тестировал. Но если взять ТБшку, собрать его в тройку, да даже в двойку без разницы, и вы закинете ему мантию... Боже, какой ты жирный, но я тебя должен развалить. Я его сейчас должен без единого шанса развалить. Единственное, что он может меня застанить. Но в любом случае мне БКБ здесь по этой игре понадобится, так как я играю от одного героя. Вот, кстати, нежить. Я думаю, чел там в шоке. Собрал такой 9 нежити и думает: боже, да я ж собрал 9 нежити, какого? Ну чё не так происходит? Чё не так происходит? Вот, кстати, инсектоид меня может напрячь очень жестко. Хотя у меня 66 хп. Если инсектоиду не повезет, и у него попадутся челы, которые с маной, то ему ГГ. Его развалится... Ну, он сам по себе развалится, будь здоров. Я, наверное, кстати, сделал ошибку, что апнул ТБшку в двойку. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Кто вдруг не знает почему, я объясню. Если ТБшка перевоплотит мне антимага, я проиграю раунд 100%. А как мы помним, то на втором-третьем уровне ТБшка перевоплощает одну либо две фигуры. То есть на втором он одну фигуру перевоплощает со всеми шмотками и тому подобное, а на третьем уровне он две фигуры перевоплощает. Там у челов такие жесткие предметы, что мне уже страшно становится. Кстати, бог-охотник там в шоке. Пока-пока. Ну ты не расстраивайся. Все будет. Ой, боже. Это очень фаново. Мне, кстати, в комментариях писали о том, что попробуй собрать Манки Кинга под охотниками мантии короля. И скажу следующее. Да, если собрать Манки Кинга под охотниками мантии короля, я думаю, это тоже будет очень как сильно. Это будет такой развал, что всем развалом развал. Нам просто развал схождения даже не поможет. Я сейчас задумался, может продать ТБ это? 24 раунд он наролил двух цветок в тройку. Чтобы вы понимали, я когда играл таким образом, единственное, что я мог наролить, это плохое настроение. Ух, повезло мне немного. Я думаю, чел просто такой думает, что это было? Ему еще, кстати, повезло то, что у меня антимага не прокнули тычки намного раньше. Если бы они намного раньше прокнули, то все, там бы он отлетел бы еще быстрее.
Так, ну берем уровень потихонечку. Потихонечку, понемножечку мы берем уровень. Что мне конкретно сейчас по предметам надо? Во-первых, в первую очередь предмет, который мне нужен, это называется посох третьего тира. Почему мне нужен так посох третьего тира? Вот все сейчас, наверное, задумались, ты же играешь через АМ, а зачем тебе посох третьего тира? Тебе там нужны гиперстоун и тому подобное. Но, я напомню, я убиваю скиллом. А скилл у меня бьет магическим уроном. И поэтому посох третьего тира мне нужен позарез. Так как этот посох самая лютая имба этого патча. И почти невозможно играть, когда у тебя есть противник с настаканным посохом. Боже, вы посмотрите на этого Эма, посмотрите на его тычки, посмотрите, что он творит. Боже, это жестко. Если мне сейчас гиперстон упадет, или же... Давай, посох. Посох. Это не злорадный смех, ребята. Это не злорадный смех, 100%. Ну, кстати, мне, возможно, иногда не будет скорости атаки, не хватает. Хватать скорости атаки иногда не будет. Возможно. Не факт. Не факт. Мне сейчас настолько сильно хорошо идет, что я аж... ну, как бы... Это сон, походу. Это похоже на сон. Так вот, этот посох третьего тира в этом патче нерфили. Нерфили Эгиду. Они, ну, честно, разработчики... Ну, и ладно, я уже говорил несколько тысяч раз о том, что разработчики это просто какой-то трэш. Зачем они нерфят Эгиду, когда вам достаточно понерфить посох третьего тира? Потому что сейчас посох третьего тира это лютая имба. Имбовее предмета вы не найдете. Вот серьезно, как только посох этот настакивается, все ваши противники начинают вам такую коллаборацию устраивать с вашей пятой точкой, что просто... Ничего себе там ТБшка. Но я говорил, что у ТБшки там огромный урон. Хорошие предметы. Обалдеть. Он меня только что взял и испепелил. Так, у меня так... Кого мне... А, вот, все отлично. А знаете, в чем минус? У меня 4 нежити. Боже, мне надо будет заменить одного охотника. Такое... Ну, блин, я хотел бы Муэрту оставить, но, похоже, придется мне с ней прощаться. И, кстати, предметы я, наверное, тебе вот так отдам. И пусть ты там рядышком будешь вместе с этим орком, чтобы перевоплотил его, а не меня, на всякий случай. У меня, кстати, сейчас 4 демона есть. Вот и посмотрим импакт Леона. Импакт Леона. Да, мне надо будет заменить одного охотника. Ну, мне, походу, придется прощаться с Муэртой. Ну, капец, там еще и Обезруш и Горн. Обалдеть. 0 от хила. Ой-ой-ой. Досмеялся я, походу, да? Досмеялся. Сейчас мне разрыв сделают пятой точки. Не знаю, я хочу с АМом играть до конца. Надо. Я думаю, надо играть с ним до конца. Я, кстати, сейчас сделаю немножко всех кучным по той лишь причине, что есть посередине горн. А мои охотники могут очень много тычек сделать в этот горн, и его, соответственно, снести намного быстрее, нежели снесут мне кабину. Так, ладно. Ладно, Муэрта, прощай. Прощай, Муэрта, я тебя любил. Очень любил. Очень любил. Поэтому продал. Так, вот инсектоид. Пошел. Не, отвечаю, ему не хватает агонима и БКБшки. Вот просто, чтобы быть немного плотнее. Все, минус инсектоид. Я думаю, инсектоид там вообще в шоке сидел. Что это происходило? Мне, кстати, импресска пришла. Не, ну ее можно все-таки оставить. А вы прикиньте, собрать импресску в двоечку. Не. Прикиньте на мгновение, что если собрать Emperor Slide в двойку,
Ой-ой-ой, какой там леший. Мне БКБ надо, иначе за БКБ он меня разберет. О! О! Мне сегодня все под заказ летит или как? Давай мне упадет сейчас Аганим, а сверху еще и рапира упадет, а? На самом деле, какие мне предметы... Ну, короче, давайте вернусь к другому. Вы прикиньте на мгновение... А что я говорил? Подожди. Вы прикиньте на мгновение, у вас Empress Light в тройку под охотниками и с мантией короля. У нее же все дубликаты будут тоже иметь эту мантию короля. Вы посмотрите, что с Лешем происходит. Чтобы вы понимали, чел собрал себе. Я, кстати, наверное, передам предмет Леону пока что. На себе палку лучше возьму. Мне на самом деле посоха третьего тира с головой. Мне не нужно это кольцо. Вдруг кто не знает, как это работает, я сейчас объясню. Смотрите, у вас есть колечко, которое дает 30% надбавки к вашему магическому урону. Но я хочу сразу вас заверить, что работает это немного по-другому. По-другому в плане того, что, смотрите, у вас есть посох, который дает 200% урона, и скилл, который наносит 100 урона. Да, но это я условно говорю, чтобы вам было легче понять, сразу говорю. Вот. 100 урона наносит ваш скилл, соответственно, вы умножаете на 2, получаете 200 урона со способности. Или, по-моему, 300. Но в этом моменте вы меня, короче, поправите. Но, по-моему, 200 урона. По математически это должно быть 200 урона, правильно? 100% надбавки на... А, не, это 100%. Не, подожди. Короче, я чуть немного запутался. Напишите мне в комментариях, если что, как 100% считается. Но если так, то смотрите, 200% у вас надбавки, либо же это 300 урона, либо же 200 урона. Но у вас есть, допустим, колечко, которое дает... Спасибо. Я на МКБ, конечно, хотел. Я, кстати, наверное, попробую в Леона закинуть. Вот. У вас скилл наносит 100 урона. 200% это либо 200 урона у вас будет надбавки, либо же 100 урона на надбавки. То есть у вас либо скилл будет наносить 300 урона, либо же, соответственно, он будет наносить 200 урона. Тут я немного запутался по процентажному. По-моему, оно умножается на 2. Ну, то есть просто как 1 на 2 умножается, потому что это цифра 2. Ну, короче, либо 200 урона, либо 300 урона будет наносить. А вот это вот кольцо, которое дает 30%, оно умножается следующим образом. Вы умножаете 100 на 0,3. И вы получаете итоговую сумму 70. Ой, 70, 30. Вы получаете 30 надбавки всего лишь. Вот это я сказал 70. Но я немножко по-другому считаю. Вот объяснить, как я считаю, это немного трудно. Немножко трудно. Но главное, что правильно считаю. Кстати, противники у меня остались довольно-таки слабые. Я их должен развалить без единого шанса. Вот этого гоблина меха вообще без шансов я его вынесу. Вот смотрим. Тык. Не имба. Не. Но я буду откровенно честным. Я рискнул на 16-м раунде попробовать найти себе мантию. И, честно, риск был оправдан. Ну шо, молодой, горячий, ты готов? Я готов. А вот ты, не знаю. Может, у меня напоследок АЭМа получится собрать в тройку, а? Было бы неплохо, конечно, если бы АЭМа в тройку собрал. На самом деле, насколько же это имба, прикиньте. АЭМу мало чего надо, вот серьезно. Ему достаточно мантия, посох третьего тира и Аганим. Либо же мантия и Аганим. Либо же даже мантия не нужна. Вам нужны тролли плюс Аганим. Все. Ну что, давай. Смотрите, сейчас контент пошел. Давай, давай, давай. Искусство это взрыв. Бэм. Бэм. Я думаю, чел сидит с такими вот глазами огромными и не понимает, что это было. Айка, который играл через Террорблейда и зверей, сидит и смотрит на меня такими. Я думаю, он белой завистью на меня смотрит. О, яичко, кстати. Ну, получится ли АМ собрать? Получится, нет? Получится, нет? Давай, АМ в тройку. Вот напоследок, чтобы красиво прям было, АМ в тройку. Так, есть 2 АМа. Деньги закончились. Ну, все. Обидно. Вот бы мне 2 яйца упало, и такая эма, я бы еще и эма в тройку собрал. Я еще мог бы без аганима его взрывать. Так, прикиньте, это я его взрываю сейчас без аганима. А что бы было, если бы у меня сейчас аганим был? Так, смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой! Опасно!
Ладно, не опасно. Я соврал. Это жестко. Ну, короче, вы сами все поняли. Вы сами все видели. Это жестко. Это просто жестко. Это не передать словами. Но мне повезло. Давайте будем откровенно честными. Мне повезло. Но им тоже повезло. Извините, там чел собрал себе цветку в тройку на 24-м раунде. А я собрал себе всего лишь АЭМа в двойку через яйцо на 18-м раунде. Единственное, что мне повезло, это мантия короля. Вот это реально мне повезло. Мне добавить здесь абсолютно нечего. Это имба. Антимаг это имба. Юзайте, раскрывайте. Просто получайте наслаждение от того, что пока вам дают так пользоваться. Это реально круто. Крутой билд, интересный. И так же самое я хочу попробовать через Monkey King. Давайте вы так напишите в комментариях, пробовать ли мне охотники Мантия Короля плюс Monkey King. На самом деле мне там в чате писали, что можно сделать еще изощреннее. Это сделать 6 охотников, 4 кунг-фу и Monkey King керри. Это прям вообще, я думаю, развал. Вы прикиньте, сколько там палок будет лететь. Я думаю, прям развал. И напомню, ребят. У вас в начале ролика, в правом верхнем углу экрана, высвечивалась подсказка о том, что нужно перейти на этот ролик и докинуть недостающих 14 лайков. Потому что я обещал, что если 50 лайков соберется, я запишу вот такой вот ролик. Я его записал, теперь ваша добросовестность должна откликнуться. Я буду премного благодарен, когда там соберется 50 лайков. И напомню, соберется 50 лайков под этим роликом, и я запишу нежить. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк. Оставить комментарий, что думаете в целом по поводу этой игры, в целом на мои вопросы, ответы хочу услышать. И также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен, естественно, в комментариях. Всем удачи!